Представители знака зодиака Дева, Девы мои дорогие, здравствуйте! Таро расклад. Сентябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и 3 главных события. У нас сегодня 2 колоды карт, и изображения которых подаются с позиции позитивной психологии. Поэтому, мои дорогие девы, давайте будем добрее сами к себе, себя где-то не подгонять. Помним, что жизнь, увы, не бывает полностью предсказуема. Иногда нам предлагают какие-то альтернативные варианты, к которым мы не готовы, и задача наша их увидеть. И кому более интересно, я оставлю несколько ссылок в описании под видео. Вы можете перейти, как и на мой сайт, прочитать планетарный гороскоп до конца 2024 года, где я попыталась совместить сразу несколько ретро-транзитов. И сентябрь у нас как раз самое начало. Именно с первых дней сентября Плутон делает последний реверанс, знак зодиака Козерог, возвращая нам какие-то ситуации или заставляя в чем-то определиться, и после этого по-другому организовать нашу жизнь. И эта история и другие транзиты, тоже планетарные, тоже ретро-движения, своеобразная большая ретроградность сначала, с первых чисел сентября. И это будет продолжаться с заходом даже на 2025 год. Вот кому интересно, перейдите, прочитайте, сверьте свои планы с расписанием звезд. 2 колоды. Первая у нас колода Таро поддержки, патронажа ангелов. И мы зададим наши традиционные вопросы. Первый вопрос. Что придет, какие энергии, может быть, вас порадуют именно в начале, с первых дней сентября, что придет? Или какая сфера жизни наиболее, как мы говорим, будет проигрываться? В каких энергиях, может быть, стоит быть, находиться? Чего это может касаться или означать? И что уйдет? Конечно, я допускаю, может быть, у кого-то это связано с конкретным персонажем, но больше я подразумеваю те вопросы, которые мы сумеем завершить именно за сентябрь. Провести что-то как знаменатель и, может быть, и начать в сентябре и завершить. Опять же, чтобы мы остались этим довольны. А что будет продолжаться? Вот такую карту достанем. Чем не соблазняться? Иными словами, что нам может помешать? На что соглашаться, что нам будет помогать и чего опасаться, какие-то неожиданности. И на колоде карт 78 дверей. Метафора, такая очень ярко выраженная, которая, именно действия какие-то нам демонстрирует. Принципиальное значение имеют двери. Какие открыты, какие закрыты, и что нужно сделать, чтобы открыть эту дверь. Достанем 3 карты, как 3 главных важных события месяца. Сентября. 3-е событие. Что же придет? У нас рыцарь кубков так выглядит. И это карта вдохновения, это карта романтики, это карта, безусловно, любви или любовных отношений. Но она не подразумевает, если мы говорим о новом знакомстве, что мы сразу строим что-то, как, знаете, какой-то фундамент или надежный план. А то, что мы как раз позволяем себе предаться романтике, приятным эмоциям, хорошему настроению, вдохновению. И не драматизируем как раз события. Вот об этом нам говорит карта. Но, в принципе, энергии сентября обещают нам какой-то приятный, по крайней мере, месяц сентябрь. Давайте узнаем, что же уйдет. И пусть уходит. 7 воздуха в этой колоде карт. Посмотрите, если первая карта, кстати, не в каждой карте изображен ангел. Здесь как будто, просто нас приглашает именно вдохновиться и порадоваться эта карта. Легче смотреть это на жизнь, не строя перед собой каких-то грандиозных свершений. Кстати, вот этот момент тоже. То здесь как раз на заднем плане изображен ангел, и нам показаны дети. Ссора произошла. И почему-то у мальчика 5 яблок, а у девочки в корзинке всего 2. Явно была какая-то дружба. А теперь девочка явно после ссоры вот так отвернулась. Ей очень холодно, обидно. Она свернулась клубочком на этой скамейке. Наготове, как воин, обратите внимание. Воин спит, и рядом с ним оружие. Понятно, что это по-детски, но тем не менее она поставила этот меч.
показывая свою готовность в любой момент взяться за него. И скамейка тоже где-то из мечей. И явно эта ссора произошла именно потому, что где-то мальчик пожертвовал дружбой, чтобы получить яблок больше. Оно того не стоило. Он сделал выводы, он сожалеет. Но девочка вряд ли хочет продолжать какое-то общение. И вот он уже подходит, пока она спит, и он готов положить уже протягивает как будто руку, чтобы положить эти яблоки в корзинку. Но вот какая-то конфронтация, ссора, может быть и предательство, какая-то у каждого своя сложная история или болевая точка, то, что есть в вашей душе. Это уйдет. Может быть, нам не говорят, человек уйдет. Может быть, вам, мои дорогие девы, придется какое-то соломоново решение принимать. Увы, есть люди, которые нам неприятны, нам не хочется продолжать с ними общение. Но, предположим, даже по личной жизни, прежняя история была не самая счастливая. Но есть дети. И не остались нерешенные какие-то вопросы по части недвижимости, денег. Это тоже надо согласовывать, еще обговаривать, что-то решать. И тогда нам придется с этими людьми контактировать. Но я так думаю, что все равно под знаменатель вы как раз какую-то историю подведете. Или у вас получится с кем-то договориться, даже с какой-то, очень сложной проблемой, найти способы, может быть, как взаимные интересы что-то учесть. Почему? Потому что противоположная сторона, оппонент, будет уже где-то настроена в вашу сторону. Может быть, даже на примирение. Я могу сказать, пусть не вот эта карта, не в этой колоде, да, семерка мечей называют карту вора. Хотя ни в одном значении колод много у меня. Я нигде не видела, и у меня у каждой практически есть книга. Я не видела, чтобы где-то было написано, что это карта вора. Но сарафанное радио уверенно об этом говорит, и я думаю, что это самая понятная трактовка и последовательная где-то. Поэтому вы можете или где-то столкнуться с таким человеком, кто знает. Может быть, это прежняя история, может быть, что-то подобное и произойдет в сентябре, но так или иначе вы сделаете быстро правильные выводы. Но сберегать себя определенно стоит. Что же будет продолжаться? И вот все то, что я говорила, если по поводу персонажей, с которым, приходится продолжать общение. Девочка идет, продолжается история, как будто про нашу девочку, мои дорогие девочки. Может быть, где-то вы, правда, прочувствуете какую-то историю, с которой вы уже столкнулись наиболее остро. Именно она касается личной жизни. И вот теперь нужно действительно что-то согласовать. Или пройти по какому-то узкому фарватеру, словно по тоненькой жердочке. И нельзя ни вправо, ни влево. Придется держать баланс. Буквально быть как фокусник, канатоходец. Потому что есть какие-то свои приоритеты. И еще игра. Вот есть такое значение в этой карте. И значит, если это, мои дорогие девы, чья-то была игра, то теперь вы должны это переломить красиво, элегантно, чтобы была ваша игра. Но где-то говорят тоже, вот эта карта двойка земли, не относись к чему-то слишком серьезно. Будь более легок на подъем, относись к чему-то более спонтанно. Что будет продолжаться? Идите по ситуации, по тем или по фарватеру тех событий, которые у вас будут складываться в сентябре. Рассмотрите разные варианты. Не отказывайтесь от чего-то. Здесь как будто критерий истины именно через практику. Причем эта практика может где-то от вас чудеса эквилибристики потребовать. А что поделаешь? Может быть, есть такие вопросы, которые, гордой поступью не решишь, а придется протиснуться бочком. Вот, по крайней мере, это будет продолжаться. Надеюсь, вы поняли мою мысль. Чем не соблазняться? Такое никого не соблазнит. И правда, что может помешать? Девятка мечей или девятка воздуха называют еще, кстати, картой инсомнии. И поэтому у кого есть на самом деле бессонница, уделить внимание как минимум режиму труда и отдыха. Может быть, есть смысл, если это недавно появилось, просто себе добавить каких-то прогулок перед сном, чтобы не читать, допустим, новости, а именно расслабиться, чтобы восстановить этот сон, потому что
Сон– это наша свежая голова на завтра, а вам она как будто очень даже понадобится. И если такая бессонница уже длится длительное время, тогда карта конкретно тоже физиологично, просто даже как бы требуется консультация специалиста, чтобы с этим недугом справиться. Но вообще это карта внутренних страхов. Когда мы не видим какой-то реальности, мы просыпаемся как будто после ночного кошмара. И нам кажется, этот сон будет продолжаться. На самом деле реальность, она другая. И ваша задача от начала до конца видеть реальность. Вам же тут как-то придется пройти узким фарватером или что-то сделать по-своему, чтобы ваш какой-то план, мои дорогие, удался. Какие-то могут быть вот такие волнения ненужные, или вы можете видеть, сомневаться, да, в каком-то более негативном цвете, но это все не имеет значения. Самое главное быть реалистом, мне нечего добавить. На что же соглашаться, что он помогает? Прекрасно, паж жезлов– это какое-то решение. Безусловно, мотивация по этой карте идет как и наше вдохновение, так и буквально ваше творчество или то, что вы умеете делать своими руками, как ремесло. Может быть, это работа на самого себя или саму себя. Возможно, это только какое-то начало. Туз, это паш, вернее, это самое еще пока начало наших действий, первые шаги. Потому что паш, ведь он еще, ну, какая-то неопытность, она предполагается. Поэтому паш жезлов всегда готов учиться. И энтузиазм тоже идет по этой карте. Поэтому какое-то ваше решение или то, с чем вы определились, вам захочется это продолжать дальше. И, скорее всего, с учетом того, что жезлы– это у нас дела, работа, бизнес и решение каких-то денежных вопросов. Или новые способы заработка, дополнительный заработок. Или все то, что где-то вам придает и уверенности, и, знаете, одновременно увлекает. У нас все же две карты, которые по части вдохновения. Значит, скорее вы будете заниматься тем, что вам нравится. Чего опасаться? Конфронтация. Вот так она выглядит. Четверка мечей. Признать свои ошибки. Имеется в виду для самого себя. Это не то, что мы признаем ошибки и кому-то там 1000 извинений приносим. Нет. Но не должно быть какого-то противодействия. Вот этот конфликт, если он имел место, то действительно Соломоново решение или какая-то нейтральная позиция вам будет в помощь. Потому что, с одной стороны, не создать вокруг себя тех людей, как завистников, это будет важно. И не менее важно не создать тех, которые, знаете, как одевают маски, а в последующем ждут удобного момента, чтобы нам навредить. Поэтому мы правильно оцениваем обстановку. Мы понимаем, может быть, в чем-то мы были неправы. Конечно, я допускаю, у каждого в своей области, сфере жизни могут быть конфронтации. Куда без них? Мы все через это проходим. Ну, пожалуй, чуть ли не каждый день, но часто будем говорить. И поэтому какие-то ошибки, если они были, если, допустим, человек того заслуживает, мы можем сказать или признать, да, вот в этом пункте я был неправ или не права. Если вы понимаете, что человек это воспримет адекватно, когда он тоже может нам ответить, да, а я вот в другом пункте, допустим, был неправ, когда есть именно диалог, а не монолог, когда один слышит только самого себя. С другой стороны, мы можем и по этой карте тоже где-то драматизировать какие-то мелочи, они нам могут казаться более крупными. Или вот как если мы говорили с вами, пока мы не строим грандиозных планов и замыслов, и если это касается личной жизни, и нам что-то не понравилось, то с учетом эта карта как предупреждение, в позиции чего опасаться, настаивая на чем-то на своем, мы можем разрушить какой-то союз, который может иметь как раз очень хорошее продолжение. Поэтому будьте действительно внимательны, что-то не драматизируйте, если это какой-то мелкий пункт, если это не что-то есть глобальное. У вас допустим, если нужно совершить примирение, шикарный период, у вас все получится, мои дорогие девы. Давайте мы с вами узнаем. Ох, вот так. Важные события или главные события. 13-й аркан. И если мы говорим про двери, нам показан 13-й аркан, аркан смерти. Я надеюсь, все правильно понимают.
Ни разу не про смерть, это карта трансформации. О чем говорит эта карта в этой колоде? Дверей закрытых нет. Но человек, его ничто не держит, и уже теперь никто не держит. Но он никак не может подняться с этого погоста, чтобы выйти за пределы. И песочные часы, которые держит он в руках, нам говорят, время идет. Вот что-то пришло время завершить. Выйти, чтобы радоваться жизни, чтобы увидеть все краски жизни. А из всех красок на этой карте цветы на этом погосте. Что-то у вас завершается, какая-то трансформация. Конечно, старший аркан. Вы можете, кстати, трансформация это не есть, к примеру, завершение отношений. Отнюдь нет. Это перевод отношений на новый уровень. Или, если это касается работы, здесь тоже могут как раз за осень мы можем пересмотреть контракты, соглашения, что-то переподписать, что-то переоформить. Именно в том контексте, как это нужно вам. Что-то обустроить с большей, знаете, пунктуальностью для себя в позиции «хорошо». Что-то, опять же, переделать, сделав какие-то нужные выводы. И для себя изменить в сторону благополучия. Вот какая-то такая задача у вас будет стоять в сентябре. Чем дело кончится, давайте спросим. Но трансформация как будто неизбежна. Еще один аркан. И я могу сказать, мои дорогие девы, меня смотрят люди из разных стран, у каждого своя какая-то ситуация. По аркану башни есть всегда такое значение, я говорю об этом. Успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Что-то подобное нам показывают. Башня еще не успела разрушиться, но люди успевают выбежать. Поэтому будьте внимательны. Здесь, может быть, не стоит терять времени в каком-то вопросе для того, чтобы быстро с чем-то сориентироваться. Может быть, по части взаимоотношений, когда какие-то не должны быть разрушены, а продолжены, потому что могут быть полезны, вам придется, может быть, кому-то обращаться. Вот, кстати, такой тонкий нюанс, может быть, не для всех, но примите это во внимание. Чем дело кончится, вы успеете что-то осуществить. И вот, кстати, вот в этой колоде карт поддержки ангелов буквально 16-й аркан прорисован, как ангел берет за руку и выводит из этой башни, которая будет через какое-то время потом разрушена. И это тоже карта трансформации, мои дорогие. У вас какая-то трансформация, без нее не обойтись. Вообще, если мы о вашем знаке говорим, задача до конца 2024 года. Научиться слушать свою интуицию, шестое чувство. И это не просто слова, потому что вы, как знаете, должны какую-то свою миссию выполнить, чтобы вы именно были счастливы. Вы очень трудоспособный знак, но часто кто-то на этом выезжает, или часто вы могли соглашаться на какой-то, знаете, такой средний арифметический вариант. И вас, может быть, это не устраивало, но вы долгое время привыкли себе в чем-то отказывать. И вот здесь как-то вот надо перестать себе отказывать. Хотя для кого-то это может означать немедля, буквально, принимая какое-то быстрое решение. Все зависит от того, в какой местности вы проживаете. Давайте, чем сердце успокоится. Одна из лучших карт в колоде на работу и на деньги. И именно здесь, посмотрите, хоть и дверь закрыта, но мы все с вами видим. Нам показан мастер, который делает тату. И очень странное тату в форме как бы голова козла. И делает ее молодой человек. А девушка-неформалка наблюдает за этой картиной и так слегка улыбается. Что она думает, можно только догадываться. И мы, кстати, можем быть любым из этих персонажей, говорят нам карты. Мы можем сделать вот какую-то непонятную вещь, совсем непонятную, как этот молодой человек, решивший сделать вот это тату странное. Мы можем и наблюдать где-то наблюдателем, как эта девушка. Но обратите внимание, наша задача быть вот этим мастером, которому все равно, что о нем подумают другие. Ему все равно, он не задает лишних вопросов, почему молодой человек решил сделать тату в виде головы козла на своей спине, тем самым себя как-то не очень лояльно обозначив. Ему все равно, он делает свои деньги. Поэтому одна из лучших, действительно, повторяюсь, карт в колоде именно на работу и на деньги. Вы в какой-то сфере профессионал. И если у вас стоит вопрос остро по работе, работу вы можете найти. Причем ту,
который вам будет приносить деньги. Или для кого-то, я уже сказала, все то, что касается вашего ремесла и творчества, для вас это будет только со знаком плюс. Даже, я бы сказала, более того, работа на самого себя для вас будет сулить какие-то очень хорошие перспективы. И, может быть, вы, кто-то из вас, опять же, вы впервые задумаетесь, как это мне работать именно на себя, чтобы я мог работать из любой точки мира. И мне было абсолютно все равно, на каком я языке говорю, или понимают меня или нет. Ну, я так вот в допустимом варианте, понятно, говорю. Но, тем не менее, когда я могу продолжать работу, я могу обеспечивать свою жизнь. Или как мне обеспечить вообще вот какая-то стратегия, тактика ваша, которая где-то, как и с работой завязана, или с вашей сферой занятости, и одновременно с деньгами. Вот здесь дважды идет какая-то трансформация. Она может затрагивать и место вашего проживания, но еще и тот момент, каким образом, откуда к вам приходят именно финансы. Давайте посмотрим вторую карту, второе событие. Здесь может быть как личная жизнь. Король кубков часто говорит как раз о наших близких, или это семья, ваш супруг, супруга, или просто ваш партнер. Или, может быть, это человек, может быть, и новое знакомство, вполне вероятно, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак, скорпион, почему нет? И такое может быть. Но больше вижу именно какая-то личная история. Хорошо, чем дело кончится, давайте узнаем. Если у вас действительно стоят вопросы по части недвижимости или какие-то переезды, что как раз две карты нам об этом показывают, у вас получится что-то сделать очень хорошо, причем двери будете открывать вы. В этой колоде карт именно вы как будто являетесь вот этой девушкой, которая приглашает кого-то в свой богатый дом. Девятка пентаклей – это карта самодостаточного человека, когда деньги есть, деньги будут, и поэтому у кого чего решается, ну, в зависимости от чего решается та или иная тема. Это может быть как работа на дому, повторяюсь, это может быть как переезд, покупка или смена места жительства, и у кого-то это с семьей, или по части изменений личной жизни, причем в разные стороны. Тут, конечно, у каждого будет своя история. Но если мы спросили, чем дело кончится, очень хорошо. Что-то у вас здесь закончится. И не совсем закончится. Девятка по нумерологии, преддверие перемен. Что-то будет еще меняться, или вы будете что-то улучшать, но какая-то история продолжится. Чем же сердце успокоится? Подарками, радостью, хорошим настроением, новыми перспективами. Когда, может быть, да, если вы тут дверь открываете здесь, в этой колоде, вы можете быть как и Паш, вы можете быть и, ну, иносказательной той девушкой, которая тоже открывает двери, чтобы принять какой-то подарок. Или вы к кому-то с подарком, или у вас какие-то взаимоотношения. Здесь по-разному. Но здесь сердце успокаивается приятным общением, радостью, мои дорогие. Поэтому, правда, второй вариант или второе важное событие, может быть, это касается дома, семьи или вашего пребывания, вы останетесь довольны. Третье важное, главное событие, опять же, тройка пентаклей – это карта сдачи экзамена. У кого-то буквально экзамены, может быть, после курсов, после завершения обучения. И мы переходим на новый уровень, и теперь мы уже практически профессионалы. Или это сдача жизненного экзамена. По тройке пентаклей мы готовы изучать что-то новое. И у кого-то это освоение новой профессии, у кого-то специальности. Может быть, как раз именно связано с ремеслом, нам ремесленник показан. А для кого-то из вас это когда дополнительный доход, так тоже может быть по тройке пентаклей. Когда мы исследуем, каким образом мы можем заработать денег больше. Или каким образом наши навыки, какие-то скиллы, умения можем приложить на практику и опять же получить что-то более осязаемое. Чем же дело кончится? Или учиться жить по-новому, организовать какую-то свою жизнь по-новому. Такое тоже может быть значение. Чем же дело кончится? Восьмерка кубков. А вы знаете, кто-то из вас может переехать в одно место, а потом из этого места совершить еще один какой-то переезд. Или, может быть, вы уже куда-то переехали. Тогда по каким-то причинам вы будете продумывать еще какие-то возможные
передвижение. Но, надо сказать, 8 кубков, врата открыты. От важного решения вашего зависит ваше качество жизни. Это правда. По 8 кубков мы ищем выход из создавшейся ситуации, и мы его находим. Правда, для вас нет ничего невозможного. Может быть, благодаря новым навыкам. У кого-то это будет сопряжено с работой, у кого-то это может быть еще и с переездом, ну и все то, что я уже сказала. Но если нужно принять какое-то важное решение или что-то как подвести к итогу, чтобы идти вперед, вот что-то подобное у вас получается, чем дело кончится. Вы сумеете провести какой-то очень важный знаменатель или сделать важный выбор. Чем сердце успокоится. Королева кубков. У кого-то будет, может быть, даже, посмотрите, в двух разных позициях, но тем не менее выпала пара. Королева и король кубков. Вопросы личной жизни, может быть, когда вы хотите съехаться с семьей. Или у кого-то и разъехаться, такое тоже может быть. И чего бы тут ни касалось, вы, скорее всего, можете остаться довольны. Или карта будет говорить, чем сердце успокоится. Может быть, вы как раз и будете вместе с этим человеком, который означает, ну, или рожден под знаком зодиака стихии воды, как я сказала. Рыба, рак, скорпион. Или какая-то история будет продолжаться. Но здесь... Чем сердце успокаивается. Я не могу сказать, что эта карта, если мы уже про энергетику, это не карта движения, отнюдь, это карта ожидания, потому что наш молодой человек видит образ, понимаете? Это очертание, это не конкретный силуэт. Поэтому я так думаю, есть какая-то задумка, есть приложенное усилие, есть желание идти вперед. Выбор вы какой-то точно сделаете, и у вас все получится. Но, может быть, в последующем от вас период потребует какой-то совершенно новой адаптации, терпения, неспешности. Может быть, отстроить, ну, где-то и свое душевное равновесие, кстати. Я это тоже могу допустить, потому что у вас не самые простые карты, и вы практически победителем выходите из даже сложной ситуации, мои дорогие. Причем нам об этом сразу сказали после двух серьезных арканов, 13-го старшего, 16-го, и нам вас сразу демонстрируют профессионалам. Но где-то уделите внимание отдыху или тому месту вашей безопасности, вашему дому, куда вы приходите отдыхать, для того, чтобы, к примеру, не было вот этой бессонницы, для того, чтобы внутренние какие-то силы восстановить и уравновесить. Ну, а для кого-то это, правда, взаимоотношения, любовь, взаимоподдержка. Но мы все разные, поэтому перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.